Привет и добро пожаловать на курс создания стилизованных персонажей. Это видео задумано как введение, и мы собираемся осветить самые важные вопросы, прежде чем приступить к нему. Так, во-первых, кто я такой? Итак, меня зовут Джулиан Каспер, и я работаю здесь в анимационной студии Blender или Blender Institute. И, например, я работал над последним фильмом Blender Open, который называется Spring, и я собираюсь использовать в основном то, что я узнал во время этого производства, чтобы дать вам пошаговый рабочий процесс создания привлекательного стилизованного персонажа для анимации. Итак, следующий вопрос будет, для кого этот курс? Как следует из названия, это для всех, кто хочет создавать стилизованных персонажей для кинопроизводства или анимации в целом. Но я не буду вдаваться в основы в целом, поэтому если вы новичок в Blender, я бы посоветовал вам сначала посмотреть основы. На официальном YouTube-канале Blender есть отличная серия «Основы YouTube». Это должно помочь тебе освоиться в общем использовании Blender. Я сделаю все возможное, чтобы по крайней мере охватить некоторые основы в курсе, но он больше ориентирован по крайней мере на промежуточных пользователей, некоторых людей, которые уже отчасти знакомы с тем, как использовать Blender. К сожалению, в этом курсе нет видео с основами, в частности о скульптуре, поэтому я добавил своего рода видео ускоренного курса в раздел бонусных видео. Так что если тебя интересует базовый набор функций для создания скульптур в Blender 2.8, тогда иди и проверь это. Первый. Некоторые из вас, возможно, пришли непосредственно из Blender 2.79 или более ранних версий, так что с тех пор многое изменилось в функциях и интерфейсе. Было много улучшений, много изменений в Blender в целом. Поэтому я бы посоветовал тебе посетить веб-сайт Blender 2.81 Street. И я уверен, что по всему интернету также есть много видео и статей, в которых кратко излагаются все изменения, все новые функции и то, что вы можете ожидать от Blender 2.8. Я сделаю все возможное, чтобы охватить хотя бы некоторые из новых функций, но в основном я просто собираюсь сделать это для любой из функций, которые мы активно используем для курса. Так что не ждите полного обзора, такого как полное резюме того, что включают новые функции. Кроме того, если я что-то пропустил, какие-либо вопросы, которые у вас есть, вы всегда можете прокомментировать в любом из видео ниже. И я сделаю все возможное, чтобы ответить на любые ваши вопросы. Третий вопрос будет таким: что ты получишь от этого курса? В Blender 2.8 вы, по сути, получите полный пошаговый рабочий процесс создания персонажей для стилизованных персонажей в кино и анимации. Видео в основном будут структурированы в виде небольших видеороликов, которые объясняют любую заданную задачу или урок. Это может занять от 5 минут до максимум 20 минут, а затем каждый раздел завершается прокомментированным и отредактированным покадровым описанием создания персонажа Рейн, включая советы и рекомендации, а также любые дополнительные уроки, которые у меня могут быть для вас. Кроме того, ты получаешь любые файлы и ресурсы, которые были использованы для создания персонажа Рейн или любого из самих уроков соответствующего курса. Все использованные дополнения, HDRI, Matcaps и другие ресурсы для этого курса также включены. Посмотри в описании ссылки, которые дадут тебе любые ресурсы, которые тебе нужны для видео или чего-либо, о чем я буду говорить на конкретном уроке. Я тоже постараюсь всегда указывать на них в видео. Есть также несколько бонусных видеороликов обо всем, что не совсем вписывается в схему этих глав или что просто резко остановит ход уроков. Но они слишком информативны, чтобы их можно было не учитывать. Значит, следующий вопрос будет таким: что не будет включено? Рабочий процесс персонажа в целом, через который я прохожу, не очень совместим с игровыми персонажами. Даже несмотря на то, что я собираюсь указать на некоторые методы, позволяющие сделать персонажа очень оптимизированным для движка рендеринга в реальном времени Eevee в Blender, а также общую оптимизацию видового экрана, чтобы сохранить все в режиме реального времени для анимации. Есть важные различия в рабочем процессе для игровых персонажей, так что это не очень ориентировано на это. Кроме того, еще одна вещь, которую нужно добавить, это то, что не будет никаких уроков по рисованию, монтажу или анимации. Огромное внимание уделяется части создания трехмерного персонажа в Blender.
Следующая часть будет содержать несколько дополнительных заявлений об отказе от ответственности. Первый был бы: я определенно сделал довольно много ошибок во время создания персонажа Рейн. Так что этот курс по персонажам был не только для того, чтобы предоставить курс для облака, но и для тестирования нового рабочего процесса. Так что я не собираюсь скрывать ни одной из ошибок, которые я делаю, но я собираюсь оставить их зарезервированными для комментируемых временных пробелов в конце каждой главы. И я собираюсь указать на них, чтобы я мог убедиться, что вы также можете учиться на моих ошибках, как и я. Хорошо. Кроме того, хотя я пытался использовать Blender 2.8 исключительно для этого курса, чтобы он был сосредоточен на процессе создания трехмерных персонажей, там будет пара дополнительных программ, которые я собираюсь использовать специально. Например, что касается текстурирования, я буду использовать Krita для создания некоторых очень специфических пользовательских карт. Для некоторых аспектов затенения. По крайней мере, все программные обеспечения, которые я буду использовать. Все программные обеспечения и дополнения будут бесплатными и с открытым исходным кодом. Так что вам не составит большого труда получить в свои руки любой из инструментов, которые я буду использовать. Итак, после всего сказанного, давайте перейдем к фактическому курсу.